Приветствую тебя, коллега. Наверняка ты не знаешь, что у меня есть закрытая группа на Boosty. Здесь я публикую только концентрированную информацию. Есть закрытые видео для разовой покупки, есть подписки. В общем, ты можешь перейти, посмотреть и подобрать именно то, что тебе нужно. Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и в описании. Друзья, коллеги, сегодня мы будем рассматривать самое сердце любого механизма, а это зубчатая передача. Многие из вас каждый день видят эти шестерни, ставят их в узлы, меняют при ремонте, дорезают на них зубчатый венец и многое другое. Но что делает этот обычный кусочек металла с выступами точной деталью? Это одно единственное число, которое определяет всю ее жизнь, ее нагрузку и даже ее геометрию. Модуль. Сегодня я расскажу вам о нем все, от базовых понятий до хитрых приемов реверс-инжиниринга. То есть как по обычной шестерне вы можете найти тот самый модуль путем нехитрых расчетов и измерений. Но задумывались ли вы, что скрывается за этим простым словом модуль на самом деле? Давайте заглянем в саму суть. По-научному модуль — это отношение делительного диаметра шестерни к количеству зубьев. Формула проста, но просто до безобразия. Да? То есть это диаметр разделить на количество зубьев. Это базовый расчетный параметр, выраженный в миллиметрах. Модуль по факту это масштаб. Чем он больше, тем крупнее и мощнее каждый зуб на колесе. Если вы знаете модуль и число зубьев, вы можете с закрытыми глазами уже начертить идеальную шестерню. Но почему инженеры прошлого вообще придумали эту непонятную величину, вместо того, чтобы просто измерять шаг, к примеру, в миллиметрах любыми способами и так далее? Ответ кроется в геометрии, о которой многие сегодня, к сожалению, забывают. Все дело в длине окружности. Расстояние между соседними зубьями – это шаг. Но если мы зададим шаг ровным числом, скажем 10 мм, то из-за числа π диаметр колеса получится бесконечной дробью. Фрезеровщику такое не отфрезеровать, поэтому инженеры пошли на хитрость. Они разделили шаг на число π и назвали это модулем. Теперь диаметры получаются ровными, красивыми числами, с которыми удобно работать. Гениально, правда? Теперь мы знаем, откуда берется эта цифра, но как именно она физически формирует сам зуб из куска стали. Посмотрим на его анатомию, так сказать, в разрезе. Модуль задает все пропорции зуба. Представьте, делительную окружность – это нулевая отметка. То есть выше нее это головка зуба, ее высота равна одному модулю. То, что ниже ножка зуба до впадины, ее высота чуть больше 1,25 модуля, чтобы осталось место, так сказать, под зазор. Итого полная высота любого стандартного зуба это 2,25 модуля. Геометрия вольвенты выверена до микрона. Казалось бы, идеальные пропорции, но что произойдет, если мы попытаемся заставить работать в паре две шестерни с разной, так как я называю, геометрией? Последствия будут просто катастрофическими. Запомните железное правило, высеченное в граните машиностроения. Две шестерни будут работать в паре только тогда, когда у них абсолютно одинаковый модуль и одинаковый угол профиля. По стандарту, чаще всего применяется 20 градусов. Еще добавлю, что не только модуль и угол профиля, но и должна быть в большинстве случаев это способ получения зубчатого венца. Благо их сейчас очень много, и если они получены разными способами, то они будут, конечно же, отличаться по профилю. Даже разница модуля в 0,1 долю миллиметра приведет к тому, что зубья начнут, как говорят, поедать друг друга, Появится дикий вой, вибрация, стружка в масле в итоге от выработки, вот это все, что будет происходить, и механизм будет разрушаться за считанные часы, а может быть и дни. Чтобы этого не допустить и правильно подобрать пару, нужно уметь безошибочно определять ключевые диаметры колеса. И вот тут начинается самое интересное. Любая шестерня живет в трех измерениях. Красная линия — диаметр выступов, или, как говорят, наружный диаметр по вершинам зубьев.
Его вы можете пощупать руками, измерить и так далее. Зеленая делительная окружность, да, или как называют делительный диаметр. Это теоретическая линия, по которой шестерни как бы обкатываются друг по другу. Ну и синяя — это диаметр впадин или самая такая впадина зуба. Весь фокус в том, что все расчеты и все посадки в редукторах, монтажные расстояния строятся именно вокруг виртуального делительного диаметра. Но если мы сами проектируем механизм, можем ли мы взять абсолютно любой размер делительного диаметра из головы? Скажу вам сразу, система вам этого просто не простит. Если каждый инженер начнет выдумывать свои модули, допустим, там 2,13, там 3,18, заводы просто остановятся и вообще ремонтные мастерские потеряют актуальность. Не хватит никаких фрез и различных других резцов там в головке, да, чтобы нарезать такие детали. Поэтому умные люди написали стандарты, например, ГОСТ 9563. В нем есть первый такой называемый предпочтительный ряд модулей. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Это закон. Выбирая значение из этого ряда, вы гарантируете, что на любом заводе страны найдутся инструменты, чтобы изготовить ваше колесо или шестерню. И оно будет взаимозаменяемым в принципе в любом механизме. Мы выбрали стандартный модуль из таблицы, но как понять, выдержит ли он реальную, так сказать, суровую заводскую нагрузку уже непосредственно в узле? Размер зуба напрямую определяет его прочность. Модули от 1 до 2 мм – это точные приборы, робототехника, где главная плавность и передача вращения. От 2 до 4 – это станки и автомобильные коробки передач, то есть чаще всего встречаются именно там. А вот прокатные станы и экскаваторы требуют модулей в 10, 20 и даже 50 мм, то есть это горная техника и все остальное. Увеличивая модуль при том же диаметре колеса, вы получаете более толстый, мускулистый, как бы я сказал, да, зуб. Так давайте просто сделаем гигантский модуль на пару здоровенных зубьев в любом механизме и навсегда забудем о поломках, и пусть он работает практически вечно. Звучит как бы даже и логично. А вот и нет. Есть одно суровое ограничение. Если вы чрезмерно увеличите модуль, вам придется уменьшать число зубьев, чтобы деталь поместилась в ваш корпус. И тут возникает явление, так называемое подрезание ножки зуба инструментом при нарезке. Зуб становится тонким у основания и просто обламывается под нагрузкой. Для стандартного профиля минимально допустимое число зубьев — это 17. Сделайте меньше, проиграете в прочности и плавности хода. Выбор модуля — это всегда ювелирный компромисс между толщиной зуба и их количеством в зацеплении. С прямыми цилиндрическими разобрались. Это, в принципе, это классика, да? Но что делать, если зубья идут по спирали, да, то есть какая-то косозубая шестерня, как в современных бесшумных редукторах? Там законы, уже немножечко начинают меняться. В косозубых передачах зуб скошен под углом. И здесь появляется два разных модуля. Нормальный модуль измеряется перпендикулярно самому зубу. Именно он стандартизирован, и под него берут режущий инструмент. А торцевой модуль измеряется с торца шестерни. Он зависит от угла наклона и используется в расчетах межосевого расстояния. Запутаетесь в них, и валы в редукторах просто не встанут. С цилиндрами понятно. А как быть с передачами, где оси пересекаются в пространстве под углом? Там начинается вообще просто, лютая магия пространственной геометрии. В конических передачах зуб сужается к центру. Какой же тут модуль брать? По стандарту регламентируется внешний окружной модуль, там, где зуб самый толстый. А вот в червячных передачах мы смотрим на осевое сечение самого червяка, где модуль тоже жестко привязан к стандарту. Плюс добавляется еще коэффициент диаметра червяка для жесткости. Все это прекрасно работает на бумаге, и при черчении новых машин все у вас будет получаться.
Но представьте страшный сон механика. Вам принесли какую-то убитую в хлам, стертую шестерню неизвестного происхождения без единого чертежа. И вам говорят, нужно сделать по образцу. То есть набросать эскиз, и чтобы фрезеровщик сделал абсолютно такой же зубчатый венец. Что будете делать? Напишите обязательно в комментарии, как вы справляетесь с этой задачей. Вас спасет штангенциркуль и школьная арифметика. Самый простой рабочий метод. Замеряем наружный диаметр шестерни по вершинам зубьев. Затем тщательно пересчитываем количество зубьев и используем формулу наружный диаметр делим на количество зубьев плюс 2. Полученное число сверяем со стандартным рядом модулей в ГОСТ и округляем до ближайшего, который у вас получился. Это отличный рабочий экспресс-метод. Но иногда наружный диаметр измерить просто невозможно. Он стерт в ноль, или зубья срезаны, или она разломана полностью, да. И тут нас спасает второй, более хитрый прием. Если вершины слизаны, мы идем через шаг. Отмечаем несколько зубьев и измеряем расстояние между ними по делительной окружности. Делим это расстояние на количество зубьев, получаем шаг. А дальше просто делим шаг на число π. И вуаля! У вас в руках точное значение модуля. Ну, естественно, не точное. Вы должны будете посмотреть и подобрать тот модуль, то есть, который стандартный. Этот метод работает даже на сильно изношенных шестернях. Ну, если сохранились хотя бы боковые поверхности. Потому что в большинстве случаев они изнашиваются, вы же понимаете, симметрично, потому что вращение происходит по обороту, да, то есть идет, значит, все изнашивается, ну, примерно одинаково. Звучит просто, не так ли? Однако именно на этапе обмера 90% новичков совершают роковую ошибку, отправляя потом в брак целые партии деталей, когда ошибаются. Самая частая и глупая ошибка — это когда человек измеряет наружный диаметр, делит его на количество зубьев и думает, что нашел модуль, забыв прибавить двойку в знаменатель. Значит, заказать шестерню, которая никогда не сцепится с ответным колесом. Вторая ошибка — принять нестандартный износ за экзотический какой-нибудь там супер-мега-модуль. Всегда проверяйте себя по таблицам ГОСТа. Если работаете с отечественным оборудованием, то тут никаких чудес не бывает. Теперь вы вооружены знаниями, которые спасут вас от этих дорогостоящих провалов. Пора посмотреть на картину целиком и оценить масштаб того, чем же мы все-таки с вами управляем. Модуль шестерни — это универсальный технический язык. Поняв его, вы сможете проектировать и ремонтировать все от крошечных механизмов в радиоуправляемых моделях до каких-то крупных приводов металлургических комбинатов. Правильно выбранный модуль — это тишина в цеху, огромный ресурс работы и, самое главное, гарантия того, что механизм не подведет в критический момент. Изучайте матчасть, пользуйтесь стандартами и не бойтесь сложного железа. У меня на этом все, друзья. Всем добра и пока-пока.